Эту печальную и трогательную историю поведала мне душа человека, молодого человека, которого уже нет. Он рассказывает, что они жили в небольшой деревушке в Ярославской области. Они жили с мамой и с бабушкой, и с ними была маленькая сестра, звали ее Светлана, а его звали Александр, Саша. Он рассказывает, что жили они небогато, жили в небольшом деревянном доме. И вот как-то ночью, когда они спали со своей сестричкой, в комнате он услышал странный стук в окно. Он подбежал к окну и увидел маленькую птичку, стучащую клювом в окно. Он очень испугался, рассказывает, и побежал, спрятался под одеяло. На какое-то время стук прекратился, после чего через какое-то время он услышал еще более отчетливый, еще более громкий стук. Он подбежал к окну, открыл окно и увидел, что половина дома охвачена огромным пламенем огня. Он попытался подбежать к двери и открыть, чтобы разбудить маму с бабушкой, но оттуда полыхнуло пламя огня. Он быстро разбудил свою сестричку, и они выбрались через окно на улицу. Дом их сгорел за считанные часы, так как дом был чисто деревянный. Прибежали соседи, вся деревня, пытались тушить, пытались спасти маму с бабушкой, но ничего не получилось, настолько был сильный огонь, что сгорело все. Вот они вдвоем со своей сестричкой остались наедине в этом огромном мире. Он рассказывает, что утром приехала милиция, отвезла их в детский дом, после чего их разделили. Он был в одном детском доме в Ярославле, сестра была в другом. Он даже после и не знал о судьбе своей сестры, так как ему было всего 10 лет, а ей было 4, и никаких связей у них и не было. Когда он подрос, рассказывает, и стал уже взрослым молодым человеком, когда он уже вышел из детского дома и стал свободным, он устроился на работу, встретил свою супругу, и они переехали тоже в деревню, купили небольшой простой домик и стали жить. Хотели завести детишек, он рассказывает. И вот как-то ночью они спали со своей женой в комнате. Он всегда боялся зажигать огонь в доме, потому что вспоминал свое детство и то, что произошло с его мамой и бабушкой. И вот он спит ночью и слышит странный стук в окно. Тот стук из его детства. Тук-тук, тук-тук-тук-тук. Он подошел к окну и увидел ту маленькую птичку, которая когда-то в его детстве стучала в окно. Его охватил безумный страх. Первые мысли его были, как эта птичка жива, откуда она взялась и как она может стучать в окно. Он распахнул окно и в страхе огляделся по сторонам, но ничего не увидел. Была весна, пели птицы и больше ничего. Но он уже не мог уснуть. Он закрыл окно, лег рядом со своей женой и стал просто вспоминать свое детство. Но что-то не давало ему покоя. И вот снова стук в окно. Уже в нервах он выскакивает из дома на улицу, оглядывается, бегает, он рассказывает вокруг дома, но ничего такого подозрительного не замечает. Садится на ступеньки дома и сидит. И вдруг в темноте он видит свет фар. К его дому подъезжает машина. Он рассказывает, что это была красная «Жигули». Из него вышла красивая молодая девушка, которая была с маленьким ребенком. На руках он у нее спал. Она его взяла, подошла к нему и стала спрашивать, как ей проехать в город. Она заблудилась. Так, слово за слово, они разговорились. Она спросила, он говорит, почему он не спит. Он рассказал об этом стуке, об этой странной птице, которая прилетала и будила его. И с детства. И он рассказывает, что эта девушка, которая стояла с ним рядом, положила своего ребенка в машину на переднее сиденье, подошла, обняла, расплакалась и сказала, что она и есть его сестра Светлана. И
Какая сила ее привела в эту деревню, она до сих пор не понимает. Он рассказывает, что они до утра делились впечатлениями и рассказывали друг другу о своей жизни, как прошла ихнее детство, прошло, кем они стали, так они до утра просидели. Она оставила ему свой адрес, где она живет, в городе Ярославле, и пообещала завтра обязательно вернуться к нему в деревню и познакомиться с его женой. Мужа, она сказала, у нее нет, и живет она одна. И вот утром он рассказал своей жене об этом случае. Они накрыли стол и целый день прождали его сестру Светлану, но она так и не приехала. Он подумал, что, может быть, что-то случилось, и она приедет на следующий день. И на следующий день она тоже не приехала. И на следующий день, он рассказывает, она не приехала. Он стал очень сильно беспокоиться. И они с женой решили поехать в город сами по этому адресу. Но когда они приехали по этому адресу, они не увидели никакого дома. А мимо проходила какая-то старенькая бабушка, и они спросили: вот здесь я должна жить где-то девушка с маленьким ребенком, моя сестра, она мне оставила свой адрес. Бабушка, он рассказывает, приподняла свои глаза из-под платка и смущенно сказала: здесь 2 года назад стоял дом, но случился пожар, и в нем сгорела молодая девушка, да, ее звали Светлана, и у нее был маленький ребенок. Опустив глаза обратно, она побрела по пустынной улице. Он рассказывает, что он был в полном ступоре. Жена тоже не понимала, что происходит. Как такое вообще могло произойти? И что это такое? Они вернулись домой. Целый день проходили молча, ни о чем не разговаривая. И уже ближе к вечеру у них завязался разговор, и они не могли понять, что вообще произошло. И так уже прошло где-то полгода, он рассказывает. Они уже с женой и забыли про этот случай. Он спал ночью и услышал стук в окно. Стучала там маленькая птичка, которая приходила к нему в детстве, которая приходила совсем недавно и которая пришла к нему сейчас. Он подбежал к окну в надежде на то, что, может быть, кто-то подъедет, может быть, что-то произойдет, но ничего не произошло. Он вышел на улицу, обошел вокруг дома. Была полная, это уже была осень, рассказывает, была тишина. Он забрался под одеяло и уснул. Рассказывает, что он услышал странный шум тормозящих колес машины и стук в окно маленькой птички. Он вскочил и почувствовал, что его охватил огромный жар. Он увидел, как жена его полыхает огнем. В доме случился пожар. Дом весь изнутри полыхал пламенем. Жена его полыхала огнем и кричала, бегая по комнате, не находя выхода. Он еще смог увидеть, как она упала и провалилась крыша. Вот так он рассказывает, они со своей женой и погибли. Я спросил, для чего он мне рассказал этот рассказ. Он сказал, что после этих рассказов ихние души высвобождаются и уходят свободными. Он сказал, что огромные очереди стоят с этими рассказами к тебе.